Всем привет! Вы на канале Мир это просто. У нас сегодня будут мотоциклы долгожданные, ну не знаю для кого как, для меня да. То есть кто не в курсе, кто будет смотреть про мотоциклы, канал вообще-то посвящен оружию. Мотоциклы я просто люблю, Артем у нас любит их. И сейчас, во-первых, здорово, Артем. Здорово. Да, всем здорово. привет. Да, всем привет. Чего это за мотоцикл, Тем? Вот что это такое? Это Honda Deville 650. Паспорт название Honda NT 650T. 650T. Это класс какой? Спорт-турист. Спорт-турист. Так, отлично. Давно он у тебя? Год. Год. Чуть больше. Да, мы, кстати, с Артемом в том году тоже записывали. Как называлось? Honda Fury. Honda Fury, там я ссылочки в описании оставлю. Так, год, сколько ты на нем проехал? 18 тысяч, чуть больше. 18 тысяч, чуть больше. 18 тысяч? Да. Ни хрена себе. Кстати, анонсирую, мы потом на канале тоже выложим. Артем у нас собирается с Крыма во Владивосток на этом мотоцикле. Выезжаем, получается, вдвоем. Я выезжаю с спутницей 12 июня с Симферополя в Самару. И 16 июня мы уже на двух мотоциклах стартуем до Владивостока. Вот, чтоб Билеты понимали. обратные на самолет уже куплены. 1 числа мы должны вылететь из Владивостока в Самару, поэтому обратной дороги нет. Да, мы что-нибудь там на канале, ну что уж там, Артем по возможности наснимает, потом смонтирую, я выложим. Вот, короче, ни хрена, вот это ни хрена. 12 тысяч. Да, там получается почти 12 тысяч от Симферополя до Владивостока. Угу. Да, на нем. На нем, да. На нем. Я делаю вид, как будто я типа не знаю, такой на нем. Это, да. Так, а второй у нас на чем поедет? BMW, но я сейчас не скажу, какая модель, точно, не помню. Короче, какая-то BMW, но не гусь. Мы вчера Да, это выяснили, да, не гусь. Какая-то другая. Тоже Такого же класса мотоцикл, ну, BMW. Ну, BMW, 800, да, по-моему? По-моему, да. Ну, плюс-минус, короче, как говорит Харламов, ну, плюс-минус. Так, понятно. Год какой здесь? 2002. 2002 год. Здесь карбюраторы. Да, два карбюратора. Два карбюратора. А движок рядный? Вэшка. А, вэшка здесь. V-образная двойка, два карбюратора, 4 клапана и 4 свечи. 4 клапана и 4 свечи. А ты рассказывал, здесь еще свечи как-то, да, проблемно достать? Да, из-за того, что 2 цилиндра, но свечи 4, 2 свечи очень ужасно достаются, надо забрать почти весь мотоцикл. Ага, да. Так, интересно. Кстати, вот что интересно, ну, скажем так, мне Артем показывал на фотографиях его, он мне ужасно не понравился вообще-то. А вот вживую, сейчас я вот на машине за ним проехал, ну, там потом подсъемы сейчас пойдут. Блин, классно смотрится, реально. Как тебе на нем, комфортно? Очень комфортно. Смотри, ты же знаешь, у меня до этого были мотоциклы другого класса, другие как бы, но я всегда любил путешествовать, много ездил и так далее. И искал мотоцикл для путешествия. Общаясь с другом, с Андреем, с кем мы как раз поедем в Владивосток, у него была голда, Honda Goldwing. Очень тяжелый мотоцикл. Нет, Да. он комфортный. Когда-нибудь я к нему тоже приду. Ага. Но для меня он тяжеловатый и дороговатый, наверное, в первую очередь. Он был очень дорогой к покупке на тот момент. Вот. Но хотелось мотоцикл именно для путешествия, для туризма так называемого. Как тогда я думал, для небольшого туризма, то есть это пробеги там на круг там 2-3 тысячи километров. Это планировалось путешествовать по Крыму. Кстати, мы в Крыму находимся. Да, кстати, мы в Крыму находимся. Вот. Ну, там, может быть, Сочи, может быть, что-то там чуть подальше, но до Владивостока я на нем ехать не планировал. В прошлом году мы на нем съездили в Чечню, Дагестан, были практически на самой границе с Азербайджаном. На круг у нас получилось чуть больше 6 тысяч. Нормально. Чуть больше, чем, ну, за 10 дней, скажем так, меньше 2 недель. В среднем, да, 600 километров в день. Нет, вообще нет. Почему? Потому что дня 3 или 4 мы к нему не подходили вообще. Ага, То есть мы к мотоциклам не подходили, там, потому что так же выезжали. Ага. Я с Симферополя выезжал в сторону Чечни, а Андрей на мотоцикле выезжал в сторону Чечни с Самары. Вот мы с ним пересекались уже по пути, ну, на подъезде к Моздоку. Так, то есть он тебя не подводил, ничего, мотоцикл? Нет, вообще отлично, как бы вот для таких путешествий по асфальту мотоцикл
очень хороший. Соотношение цена-качество, вес, мощность как бы вполне устраивает. Здесь кардан. Кардан, да. Кардан, отлично. Кардан. Да, кардан это отлично. Вообще мотоцикл очень удобный, вот за счет того, что у него вот пластиковые кофры, водонепроницаемые, проверены многими дождями. Плюс они еще закрываются на ключ. Угу. Специально он фиксируется, чтобы это, видишь, не открылся сразу. Здесь вот сделали, видишь, специальные для этого, чтобы вещи такой, хлоп. Угу. Отлично. То есть положил, зафиксировал и закрыл. То есть вот это кофры боковые, это его родные, как заводские. Вот. Кстати, существует еще тюнинг, правда, не знаю, заводской или это как-то уже это. Вот эти крышки, их увеличивают на, по-моему, почти 5 сантиметров, но мне не нравится из-за того, что он начинает торчать. Ну да, да. То есть там увеличивается на приличное количество литров объем. Тут получается за счет глушителя вот этот кофр чуть поменьше, он литров 18, по-моему, если не изменяет память. А это там буквально там 20-21 и так далее. Вот этот кофр я заказывал в Ульяновске у Артема. А я у него же, да, Бэтвинг заказывал, да. Falcon Tuning. У него же я заказывал на твой мотоцикл изначально эти, боковые да, кофры боковые, задние, да. Вот это вот кофр. Я не помню, с какого мотоцикла он его лепил, но я прикинул, что он сюда впишется прям идеально. Вот для дальних путешествий прям будет самое то. Прекрасно, здесь да. вот замечательно умещается 2 шлема. Вот, еще можно чего-то накидать. В дороге как бы тоже много что влазит. Очень удобная получается спинка. И пассажиру очень удобно. Могу сказать от себя, что вот на этом мотоцикле я ездил на байк-шоу в прошлом году. На этом мотоцикле была привезена палатка, спальник, надувной матрас, насос для надувного матраса, одежда, еда, в общем, все, вплоть до несколько бутылок воды. Кошмар. Грузовик. Несколько бутылок другой жидкости. Газель, и так далее. Да. Ну, да. Газель. Вот. Поэтому очень вместительный кофр. Классно. То есть мотоцикл вот на сегодняшний день, в принципе, подготовлен полностью для, не так, как я планировал, небольших путешествий, а для дальних поездок. Шикарно. Здесь вот спереди есть всякие тоже штучки, типа вот это открытый бардачок, он не закрывается, как бы, да. Здесь есть точно такой же с правой стороны, он закрывается на ключ. Отлично. Вот. И как бы вот в поездках в небольших, в путешествиях и так далее, вот, очень удобно то, что эти кофры закрыты все на ключ, этот закрыт на ключ, здесь бардачок закрыт на ключ. То есть ты куда-то приезжаешь, паркуешься, все убираешь в мотоцикл, спокойно идешь, руки свободные, пустые, все по кайфу. Труба у нас одна, смотрю. Да. В нее сходится, соответственно, 2 цилиндра в одну трубу. Так, свет как тебе здесь, Тём? Слушай, когда взял, свет был отвратительный, но... Ну, то есть штатный свет отвратительный, людям скажем. Нет, штатный свет не знаю. Предыдущий хозяин поставил сюда говнокитайскую диодную лампочку. Самую дешевую, какая только есть. Но свет был как бы белый, и, могу сказать честно, я не сразу понял, что там именно диодная лампочка, тем более дешевая. Я почему-то думал, что ксенон. Вот, и думал, что светит она как бы плохо, потому что плохая фара. Начал разбираться, достал эту лампочку, выкинул в мусор, поставил хорошую, дорогую диодную тоже лампочку, прям хорошую. Свет стал удовлетворять. Прежде чем залез в фару, поскольку тут все в пластике, до фары долезть было тяжело, вот, тут от предыдущего владельца стояли тоже туманочки вот на этих местах. Вот эти штуки, это, кстати, слайдеры. То есть это не просто красота. Класс. Они вот пошарпанные, да, потому что вот там несколько раз роняли, плавненько видно. Вот. Это слайдеры. То есть под этими пластмассками там идет усиление металлическое. Да, который упирается в раму, да. Класс. Вот на этих вот местах тоже были закреплены туманочки, не штатные, а тоже китайские, дешевенькие туманочки. Вот. Бывает. Китайские дешевые туманки, естественно, они пошли прям, мне кажется, на первой же неделе в мусор. Вот. Были куплены хорошая светодиодная оптика, как бы ближний свет, то есть светит отлично, то есть если не хватает головного освещения, включается дополнительное и проблем никаких. Тормоза как? Тормоза изначально штатные были хорошие, как бы тут передние диски, 2 диска достаточно большого диаметра, двухпоршневые Brembo саппорта.
как бы задний один тормозной диск, там однопоршневой суппорт. Ну, не барабан Вот. уже хорошо. Да. Тормоза и там гидравлические, естественно. Вот. Все было хорошо. Что не нравилось? Предыдущий хозяин поставил минеральные колодки. Ну, я так понимаю, самые дешевые. Ну, естественно, понял. Да, он мне, когда я купил, на нем были они новые. Он их только поменял, к сезону готовился, но самые дешевые. Поехав в Дагестан, там было у нас 150 километров горного серпантина по щебенке. Тормозить передними тормозами было практически невозможно. Всю эту дорогу я тормозил задними, как бы тормозами, там были крутые спуски и так далее. То есть задние колодки я стер в ноль. Поэтому в Махачкале пришлось поменять задние колодки. Естественно, в Дагестане я на него колодок не нашел. Нашел их в Самаре у Коли Харли, кто знает, по Самаре. Он мне их прислал в Махачкалу. Я за 15 минут их поменял. Кстати, тоже интересный момент. Смотрел ролики по замене как бы задних колодок, поскольку задние кофры жесткие, добраться тяжело. Что там только не рассказывали. Разобрать пол-мотоцикла. Ну, это как снять обычно, заднее да. колесо, выдвинуть. Все это ерунда, короче, при наличии нормального инструмента колодки задние меняются за 15 минут. Вообще никаких проблем с этим нет. Вот. Потом в этом году я поменял себе, поставил сразу хорошие дорогие колодки синтетические. Вот. Тормоза уже задние стали прям лучше, и колодок стало хватать гораздо надольше. Передние колодки тормозные были тоже минеральные, поскольку здесь в Крыму большое количество, ну, тоже серпантинов, перепадов, как бы, да, перепадов высот, крутые повороты. Была такая ерунда, что вот ты тормозишь, и в один момент тормоза кончаются, они пропадают. Прекрасно. Колодки перегреваются. Я понимаю, да, прекрасно. Ну, в этом году я поменял опять минеральные колодки на синтетические, нормальные, хорошего производителя. И ребята в сервисе мне предложили поменять тормозные шланги на армированные. Менял чисто потому, что армированные шланги вышли дешевле, чем оригинальные. Вот. Ты говори, ага. А мотоцикл 2002 года да, прикольно. Пора бы было поменять. Прикольно. Но я был удивлен, что я получил не только как бы вот, безопасность, то, что у меня там новые там шланги и все так, но я получил эффективность по тормозам, то есть у меня... Давление, потому что лучше держит. Оно сам не раздувается. Да, именно вот нет эластичности шланга, получается, и у меня ход рычага тормоза, да, получился ручки, уменьшился в 2 раза. То Да, есть, класс. Реально класс, в 2 раза. Класс. Поэтому... Надо будет это, Тем, я промерю, там, если что, ребятам пришлешь мне. Да, надо будет заехать, посмотреть. Надо, может быть, в на Самаре своей. делают тоже уточнить. Потому что у меня прям просто делают отвратительные тормоза. Вот, ну, понятно, круизер там, это ужасно. Так, что ты тут наставил, расскажи. Да, собственно, что тут, ничего особо нет. Крепежка под телефон, SP Connect, с антивибрационная, которая... Телефон снимается, ставится очень удобно. Это что? Это датчики давления в шинах. Я смотрю, да, там это кругляш такой, да, по Bluetooth, соответственно, связывается. Да. Самая простая примитивная штука. Вместо колпачка штатного накручивается на ниппель, получается. Так, понятно. Руль, кстати, хочется сказать, вот как будто от детского велосипеда у моей дочки примерно такой же руль. Прикольно. Это тебе не круизер. Когда пересаживаешься с круизера, кажется, как бы что-то не то немножко, да, там в первое это, но к нему очень быстро привыкаешь и достаточно комфортно. Он регулируется так вот, ну, крутится, как обычно, потому что не у всех он крутится, иногда на штоках зафиксированных. Могу сказать так, как говорится, на Медне было открытие мотосезона в Самаре. Я у друга брал мотоцикл Kawasaki Vulcan 800. 900. 900. Да. Кто больше? Мотоцикл очень удобный, как бы у него тоже, да, круизер. В какой-то момент, сначала был непривычным, то есть широкие рули, вот вынос как-то это, привык достаточно быстро, поскольку много таких мотоциклов ездил. В какой-то момент закралась мысль так, а вот в Владивосток, может, лучше на нем поехать, так вот, на круизере, так вот, классно, все. Дело в том, что у него основной спидометр, он в милях, вот, а километры написаны мелким. И как бы непонятно, с какой скоростью ты едешь. Ну да. Вот, вообще мелким прям, надо приглядываться. И вот в один момент мы разгоняемся, ехали на вертолетку, разгоняемся за 120 км в час.
И получается так, что я понимаю, что мне после этой скорости на нем ехать некомфортно. То есть быстрее ехать я на нем не хочу. Ну, То как есть на это все, Драгстаре такая же у это меня тема. предел и все. И я понимаю, что ну по трассе 120, ну как бы неплохо, но Маловато. ехать будешь долго, да. Да. Вот. Для примера, вот на этом мотоцикле, как бы, да, он маломощный, как бы, относительно там других конкурентов, но крейсерская скорость это 140-150. Угу. Вот. Где-то на обгон 160-170, с горки там с попутным ветром 180, там даже можно чуть больше, но прямо это. Но это я рассказываю практически это вдвоем. Угу. Вот. Кошмар. А Ужас 140 это прям вот нормальная, Крейсерская, хорошая, да? уверенная крейсерская скорость, которая тебе очень комфортно, высокая. Здесь кто-то из предыдущих владельцев поставил высокое ветровое стекло, то есть ты едешь, вообще тебя не обдувает. Слушай, Я поставил вот эти вот уши, Угу. это как ветрозащита для рук, так называемая. За счет вот высокого стекла и этой защиты, даже в дождь, когда едешь, ну если ты едешь, то ты сухой. Шикарно. Ну, ноги, понятно, там намокают, но не сильно. Тут опять же вот выемка для ног. Угу. Когда сидишь, у тебя ноги, получается... Ну да, то вот есть они прижаты. ноги спрятаны здесь. Вот, и мокнет фактически только нижняя треть ноги, вот где обувь и нижняя треть ноги. Все остальное здесь отсекается вот этими вот дефлекторами и лобовым стеклом. Так, отсюда, соответственно, наша рубрика постоянная. Вопрос от Долбача. На первый мы уже ответили, сколько он прет. Вот, сколько жрет? 5 литров. 5 литров? Ну, шикарно. Как ехать? Вот 180 начинаешь на нем, вот в ручку до упора 180 едешь, уходит где-то в 6, ближе к 6. Ну, все равно копейки. 5,7, 6, вот так. Если ехать вообще так вот, ну, в хорошем настроении, спокойно, просто вот видами любоваться, ну, где-то 4,5 и так далее. То есть средний 5, 5,5 максимум. Кстати, пока помню, добавлю, ребят, там по поводу, блядь, профессионалы, там не профессионалы, можете даже не писать, я все равно вас всех заблокирую, если что-то там кто-то что-то. Канал оружейный, мотоциклы мы снимаем просто по приколу, моих друзей, товарищей, я сам катаюсь на мотоцикле, но я любитель мотоциклист, то есть оружие для меня это, мотоцикл это просто по кайфу, поэтому все там вот эти, ну, короче, по кайфу просто смотрите. Вот. Что-то интересненькое, пожалуйста, да, комментируйте, кто на нем, там, кто как относится к чему, кто куда ездил там и так далее. Так, решили, значит, прет от 4,5 до 6 жрет. Стоит сколько он там? Давно не смотрел цены, ну, плюс-минус 300, 350. Ну, стандарт, скажем так, стандартная цена. Да, последние мотоцикл. ценники, может, изменились там, ну... Я думаю, сейчас, наверное, да, от 300 до 400, скажем так, свежий, ну, как свежий, в смысле, в хорошем состоянии. Да. Мотоцикл. То есть, ну, обычная стандартная цена, скажем так, не Харлей это. Мой любимый. Род Кингишек мой. Вот, так, что еще добавить, убавить, даже не знаю. Мне кажется, все основное проговорили, сказали. Жрет 95-й? Я заправляю 95-м, да. Ну, он 2002 года, я так понимаю, можно и 92-м кормить, но я не хочу. Ну да, я также, да, я все время 95-й только лью. Кстати, не знаю, почему я в крузер вообще-то, который рассчитан на 80-й, лью 95-й. Ну и бог с ним едет, и хорошо. Желтенькие заправки у нас есть по России. Вот у них бензин настолько дерьмовый, что там прям 95-м заправляешь, он просто летит, крузер. А если крузер летит, значит это 80-й вам залили в бак, блядь. Ну, если понятно, это не инжектор какой-то новый, там, да, супер, который сам перестраивается, понятно. А если карбы, это прям железная тема. Ну, я могу сказать так, еще опять же по расходу топлива мы разговариваем, это я тебе рассказал, такие усредненные цифры. В Крыму жрет чуть больше, выезжаешь через мост, заправляешься на красненькой заправке сразу справа, резко прям расход падает на 500. Потому что бензин лучше, да, понятно. Заезжаешь на зелененькую заправку соседнего региона нашего, еще практически на 300 грамм падает. Ох ты, даже так? Расход, да. И... я понял, да. Соседний регион Самары, если Самары, вы поняли, да, о чем мы. Самары. Да, я тоже на них заезжаю периодически, я тоже абсолютно доволен. У меня просто карточка лукойловская, как бы, ну, грех, понятно, там. Если можешь бесплатно, зачем платно? Хоть и на 500 грамм больше. Ха! Вот. Так, да. Что, мне кажется, мы все сказали, рассказали, показали. Сейчас люди там вначале посмотрели, в этом подъем красивый посмотрим. И Крым опять же посмотрим. Мне кажется, все, да, завершаться будем. Ждем от тебя какие-то кусочки видео, я все это смонтирую и выложим. Да, я наконец-то купил себе крепление для GoPro. Отлично. На шлем. Вот. Надеюсь, что-нибудь поснимаем. Да.
Все, вы на канале Мир это просто. Алексей Борода, Артем с нами. Спасибо, Тем. Пока-пока. Пока-пока.